Когда путешественник исчез в тумане хребта Блэк Холлоу, он оставил после себя только шепот и леденящую душу тайну. 7 лет спустя он появился живой, но неузнаваемый, с настолько невероятной историей, что даже опытные туристы сомневаются в ее правдивости. Кевин Строум никогда не думал, что его жизнь станет местной легендой, не говоря уже о том, чтобы стать достоянием общественности. В свои 32 года он был опытным туристом, покорившим бесчисленное количество вершин и исколесившим пересеченную местность по всей стране. И все же туманным утром в конце августа он ступил на гребень черной лощины и бесследно исчез. В то утро, стоя у начала тропы, Кевин испытывал смесь волнения и благоговения. Тропа была известна своими зубчатыми скалами, непредсказуемой погодой и узкими проходами, где один неверный шаг мог привести к катастрофе. И все же именно это чувство опасности привлекло его сюда. Он никогда не уклонялся от сложных задач. На самом деле, покорение суровых ландшафтов хребта Блэк Холлоу было целью, к которой он шел годами. Он в последний раз проверил свое снаряжение. Его рюкзак был набит всем необходимым для выживания. Сухофрукты, небольшая аптечка первой помощи, запасные носки и устройство для фильтрации воды. 2 надежные трекинговые палки, с помощью которых он преодолевал пустыни и горы. Легкая палатка, аккуратно свернутая в рулон, лежала на дне его рюкзака. Пара крепких походных ботинок, на которых виднелись потертости от дюжины предыдущих путешествий. Перед тем, как отправиться в путь, Кевин позвонил своей сестре Маргарет. «Я сейчас на базе», — сказал он, прижимая телефон к уху. «Не беспокойся обо мне. Я свяжусь с тобой, когда доберусь до следующей точки маршрута. Пожалуйста, позвони», — ответила Маргарет, и в ее голосе послышались нотки беспокойства. «Папа хочет, чтобы ты прислал фотографию, как только доберешься туда». «Обязательно», — пообещал Кевин, улыбаясь в телефон. Он всегда спешил успокоить своих близких. Он закончил разговор, сунул телефон в карман и отправился в путь. Он был один на тропе, и это было именно то, что ему нравилось. Кевин наслаждался уединением на природе. Ни движения, ни толп, ни облаков, только шепот ветра и хруст листьев под ногами. Шли часы. Тропа становилась все круче, воздух разряжался. Опустился густой туман, из-за которого солнце едва виднелось за слоями облаков. Кевин, хорошо разбирающийся в навигации, не сбавлял темпа. И все же в тот день что-то было не так. На горном хребте царила зловещая тишина, как будто даже птицы решили держаться на расстоянии. Когда наступили сумерки, он понял, что отстает от графика. Он остановился на выгодной позиции, чтобы полюбоваться потрясающим видом, бескрайними лесами, простирающимися внизу, и горными вершинами, возвышающимися вдалеке. Он сделал несколько снимков, чтобы отправить Маргарет, как только доберется до возвышенности и подаст сигнал, но так и не позвонил. Несколько дней спустя местные власти были предупреждены о пропаже Кевина. Началась спасательная операция. Вертолеты обследовали горный хребет сверху. Волонтеры и смотрители парка обыскали все известные тропы и укромные уголки. Они методично прочесали местность, надеясь найти ключ к разгадке. В конце концов, они кое-что нашли. Рюкзак, прислоненный к аккуратной кучке камней. Рядом с ним аккуратно лежали его трекинговые палки, как будто кто-то специально их расставил. Это было слишком продуманно, чтобы быть случайностью. И все же не было никаких признаков присутствия Кевина. Ни следов, ни потревоженной листвы, ни обрывка одежды, зацепившегося за ветку. Казалось, что земля поглотила его целиком. Слухи вспыхивали, как искры на сухой траве. Неужели он упал в ущелье? Или на него напало дикое животное? Ходили самые разные слухи,
но ни одна теория не давала конкретных ответов. Спасательные команды, не останавливаясь, продвигались все глубже. И все же каждая зацепка становилась все более призрачной. Надежда начала таять, и в них поселился страх. Человек, который уверенно шел к хребту, исчез, оставив после себя лишь загадочную сцену у груды камней. Сразу после исчезновения Кевина семья Строум сплотилась с отчаянной энергией. Маргарет и ее отец Грег не могли успокоиться, пока не прочесали все возможные пути. В течение первой недели Блэк Холлоу был полон поисково-спасательными командами. Вертолеты кружили низко, высматривая малейшие цветные вспышки или движения. Толпами прибывали добровольцы, друзья, соседи и даже незнакомые люди, которые слышали о пропавшем туристе. Несмотря на всеобщую поддержку, они не нашли никаких следов Кевина, за исключением сумки и шестов, обнаруженных ранее. В доме Строум царило ощутимое напряжение. Их мать Диана расхаживала по гостиной с телефоном в руке, ожидая новостей. Грег проводил бессонные ночи за компьютером, изучая топографические карты местности, пытаясь угадать, какой дорогой мог пойти Кевин. Маргарет, охваченная отчаянием отца и слезами матери, старалась оставаться сильной. Она создала странички в социальных сетях, расклеила по окрестностям объявления о пропаже человека и координировала свои действия с местными туристическими форумами. Примерно месяц спустя, когда официальные поиски были прекращены, семья Строум отказалась их прекращать. Грег и Маргарет объединили свои сбережения, чтобы нанять частных следопытов, отставных спецназовцев, специалистов по выживанию, всех, кто утверждал, что обладает навыками поиска пропавшего человека в опасной местности. Эти профессионалы отправились в самое сердце хребта Блэк Холлоу и каждый раз возвращались только с теориями, но не с доказательствами. Местные новости, которые когда-то круглосуточно освещали исчезновение Кевина, переключились на другие темы. Интерес в интернете снизился, его затмили новые заголовки. Но для семьи Строум каждый день без ответов казался вечностью. К тому времени, когда прошел целый год, срочность поисков спала. Официальных спасательных операций больше не проводилось, и внимание средств массовой информации переключилось. Затем появилась искра надежды. Путешественник сообщил, что видел таинственную фигуру, живущую в глубине лесов хребта Блэк Холлоу. Мужчина был описан как худой, с загорелой кожей и в рваной одежде. Мог ли это быть Кевин? Маргарет ухватилась за эту зацепку как за спасательный круг. Она собрала небольшую команду друзей и частного следопыта и поспешила на разведку. Они обнаружили временное укрытие, спрятанное между высокими деревьями. Внутри были старые кострища, разбросанные кости животных и грубые рыболовные орудия, сделанные из палок и камней. Все выглядело так, будто кто-то жил здесь довольно долго, выживая в дикой природе, но тот, кто называл это место домом, исчез. Не осталось никаких следов, подтверждающих, что это был Кевин. Маргарет почувствовала, как у нее упало сердце. Она стояла так близко к тому, что, как она верила, могло быть правдой, но это ускользало сквозь пальцы. И все же она продолжала настаивать. На 5-й год судья официально объявил Кевина умершим. Это была формальность, юридический шаг для урегулирования финансовых и имущественных вопросов. Но Маргарет это показалось предательством. Она стояла в зале суда, слушая торжественное заявление судьи, и чувствовала, как ярость закипает в ее груди. Как они могли объявить его мертвым, если не нашли тело? Вдобавок ко всему, их мать Диана умерла неделю спустя от того, что врачи назвали синдромом разбитого сердца. В годовщину его исчезновения Маргарет вернулась в Блэк Холлоу с маленьким деревянным крестом. Она нашла место, где были обнаружены рюкзак Кевина и трекинговые палки,
теперь заросшее сорняками и кустарником. Она закопала крест в землю, слезы застилали ей глаза. Впервые она произнесла слова, которые никогда не хотела произносить. «Прощай, Кевин». Семья Строум пыталась жить дальше каждый по-своему. Маргарет вышла замуж за человека по имени Джон, который был для нее надежным плечом и обеспечивал стабильную жизнь. У них родился сын по имени Оливер, который принес в ее мир новую радость. Грег переехал в небольшой дом в соседнем городке, перебиваясь случайными заработками и пытаясь вылечиться. Затем, 2 года спустя, через 7 лет после исчезновения Кевина, человек, которого никто не ожидал снова увидеть живым, вернулся в город. Новость распространилась по городу со скоростью лесного пожара. Кевин Строум был жив. Впервые его заметили в маленькой закусочной на окраине города. Официантка, работавшая в эту смену, была подругой Маргарет, и она сразу узнала Кевина, несмотря на его резко изменившуюся внешность. Он попросил стакан воды, как будто это была самая обычная просьба в мире. До ушей Маргарет донесся шквал телефонных звонков и текстовых сообщений. Она стояла посреди своей гостиной, не веря своим глазам. Она провела годы, представляя, что бы она сделала, если бы Кевин когда-нибудь вернулся. Бросилась бы к нему в объятия, разрыдалась, потребовала ответов. Но теперь она была парализована, не зная, верить ли, что это действительно он. Грег тоже услышал новость и поспешил в закусочную. К тому времени, как он прибыл, там уже были местные власти, которые вывели Кевина на улицу. Собралась небольшая толпа, люди с телефонами в руках делали снимки. Местная новостная станция прибыла в течение часа с работающими камерами. Кевин стоял посреди этого хаоса, молчаливый и отрешенный. Его некогда уверенная осанка сменилась легкой сутулостью, как будто весь мир давил на него. Когда Грег наконец увидел своего сына, он не выдержал, и слезы потекли по его щекам. Кевин уставился на него, растерянно моргая, словно пытаясь вспомнить собственного отца. Маргарет приехала вскоре после этого. Ее сердце бешено колотилось. Когда она увидела Кевина, у нее перехватило дыхание. Он был похож на призрак самого себя, на человека, явившегося из ночного кошмара. Ей хотелось подбежать к нему, обнять его. Но что-то в его отстраненном взгляде заставило ее заколебаться. Вместо этого она медленно приблизилась, на глаза навернулись слезы. «Кевин?» — прошептала она. Он кивнул, его губы дрожали, когда он пытался что-то сказать. Затем, хриплым от долгого бездействия голосом, он произнес: «Маргарет?» Она потянулась, чтобы коснуться его руки. Его кожа была грубой, мозолистой и местами покрытой шрамами. Она обняла его, всхлипывая, и почувствовала, как он дрожит в ее объятиях. На мгновение мир исчез, оставив только их двоих в эмоциональном объятии. Но за радостью скрывалась неуверенность. Где он был все это время? Как он выжил? Почему он не вернулся раньше? Вопросы кружились в голове слишком быстро, чтобы кто-то мог их сформулировать в тот момент. Кевина срочно доставили в больницу для обследования. Врачи обнаружили у него истощение и обезвоживание организма. Из-за множества мелких травм, которые с годами заживали неправильно, он прошел множество тестов, анализов крови и психологических обследований. Несмотря на все это, он почти не разговаривал. Казалось, его ошеломила скорость современной жизни. Прошли недели, прежде чем Кевин почувствовал, что готов рассказать о своем испытании. «Я был на тропе, когда из ниоткуда обрушился каменный обвал», — сказал он напряженным голосом. «Я помню, как дрожала земля, как валуны падали вниз. Один из них попал мне в плечо, и я соскользнул во враг. Все, что было дальше, как в тумане. Я очнулся внизу с подвернутой ногой и раскалывающейся головой. Я не мог подняться обратно».
Он рассказал, как ему удалось проползти через овраг, и каждое движение отдавалось болью в его теле. В конце концов он нашел небольшой ручей и пошел вдоль него, надеясь, что он выведет его к дороге или месту для лагеря. Но местность была суровой, и он был дезориентирован. Он описал, как сооружал примитивные ловушки для ловли мелких животных. Когда ему это удалось в первый раз, он заплакал от облегчения, но также и от чувства вины за то, что отнял у кого-то жизнь. Голод и отчаяние превратили его в сторонника выживания, далекого от цивилизованного мира, который он когда-то знал. Он вспомнил, как тяжело ему было слышать шум вертолетных лопастей только для того, чтобы увидеть, как они исчезают за верхушками деревьев, снова оставляя его в затруднительном положении. Он не знал, где находится, и казалось, что никто из спасателей не мог найти его в такой глубине леса. Всякий раз, когда он слышал голоса, он кричал в ответ, что он все еще там, но никто его не услышал. И так он шел и шел, надеясь кого-нибудь встретить, но случайно уводил себя все глубже и глубже в неизвестность. В конце концов, Кевин наткнулся на заброшенную охотничью хижину в глубине леса. Строение было старым, его стены были испещрены дырами, но оно обеспечивало некоторую защиту от непогоды. Внутри он нашел ржавые инструменты в маленьком котелке. Он использовал их, чтобы приготовить все, что смог поймать. Хижина стала его домом, одиноким убежищем от безжалостной дикой природы. Но однажды утром он проснулся, и его охватила необъяснимая решимость. Возможно, ему приснился дом, или внезапное изменение ветра напомнило ему о цивилизации. Он решил предпринять последнюю попытку вернуться. «Я шел несколько дней», — вспоминал он дрожащим голосом. Шел вниз по течению реки, пересекал места, которых никогда раньше не видел. Временами я думал, что потеряю сознание и больше никогда не встану, но я продолжал идти. Наконец он нашел грунтовую дорогу. Несколько часов спустя дорога вывела его на асфальтированное шоссе, а оттуда он сел в кузов фермерского грузовика и поехал на окраину города. Семья слушала его с тяжелым сердцем. Маргарет почувствовала, как по ее щекам потекли слезы. Она поняла, что Кевин пережил такой кошмар, какого она и представить себе не могла. Сначала Грег ничего не сказал, просто взял сына за руку и сжал ее, словно боялся, что, отпустив, он снова исчезнет. Возвращение Кевина, хотя и было чудесным, не было тем радостным воссоединением, о котором они когда-то мечтали. Годы выживания в дикой природе сильно изменили его. Шум машин и телефонов, яркий свет искусственного освещения, простой сон на матрасе — все это казалось ему чуждым. Он легко вздрагивал, особенно от резких движений или громких звуков. Иногда по ночам он просыпался весь в поту, убежденный, что все еще заперт в том овраге. Обилие еды повергло его в шок. Он ел маленькими порциями, как будто боялся, что еда исчезнет, если он будет есть слишком много. Проходили месяцы. Постепенно Кевин снова научился ориентироваться в современной жизни. Сеансы терапии помогли ему сформулировать ту травму, которую он пережил. Со временем Кевин нашел способы делиться своим опытом не ради славы или богатства, а чтобы помочь другим понять волю к выживанию. Он работал волонтером в местном образовательном центре, объясняя молодым туристам важность безопасности и подготовленности. Однажды вечером, стоя на крыльце дома своей сестры, Кевин посмотрел на звезды. Это были те же самые звезды, на которые он смотрел бесчисленное количество ночей в дикой природе, но теперь они сияли по-другому. Он больше не был одинок под ними. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.